Девчонки, если вам понравились мои видео, рекомендую подписаться на мой канал и нажмите на кнопочку с колокольчиком для того, чтобы не пропустить самые новые интересные видео и увидеть их первыми. Что такое вообще неуверенность, да? Это когда у меня есть у самой к себе вопрос про себя, да? И вот эти вот сомнения, они в моей голове кружатся, и я не перехожу к важным действиям, к которым могла бы перейти. Новый проект начать, но я не очень уверена, справлюсь ли я, получится ли у меня, да, способна ли я. Я хочу вступить в новые отношения, но не очень уверена, тот ли это мужчина, может быть, это не мой мужчина, а будет ли он верен, а нет, а буду ли я хорошей женой или нет. Вот этот вот клубок мыслей про саму себя, а какая я на самом деле, это и есть наши сомнения, и мы не уверены в себе. То есть если представить, сколько информации о себе мы знаем через голову, да, и сколько на интуитивном уровне, бессознательном, то это вот так выглядит. Да? То есть наша рассудочная часть, это интеллектуальная, это вершинка айсберга, а вся вот эта глыба, все вот это вот, что в воде скрывается, это все то, что в бессознательном у нас, да? И, собственно говоря, в бессознательном у нас напихивается все, что о нас думают родители, все, что мы видим вокруг, да? Мы не знаем на самом деле, откуда это, что это, мы не помним про это. Но интуитивно мы так как-то себя ощущаем. Сейчас я перейду, собственно, к причинам, почему мы не уверены в себе. Первая причина, она такая, мне кажется, самая понятная и лежит на поверхности как раз, да, что у нас был некий отрицательный опыт, мы его помним, как правило, да, и после этого события начинаем сомневаться в себе. У нас какая-то возникает неуверенность. Я сейчас вот расскажу случай такой. Приходит ко мне девушка, ей 32 года, она работала в крупной компании. И сейчас у нее такой период, когда она ищет работу новую, говорит: Таня, ты знаешь, странная какая-то реакция, мне прямо так сложно эту новую работу искать, у меня прям какой-то блок стоит. Я вот знаю, что я вроде хороший специалист, у меня хорошие рекомендации, но вот как подумаю про собеседование, у меня прям как будто аж пот выступает, очень переживаю, даже и не хочется вот резюме свои высылать, вот ощущение какое-то ненормальное такое. И, значит, мы с ней через образы работаем, и всплывает эпизод такой, что с предыдущей работы она ушла некрасиво, скажем так, и не по ее вине. Пришла новая команда, и им был дан приказ, собственно говоря, всю старую команду уволить. Она такой товарищ, стоит за справедливость, и она там пыталась отсудиться, пыталась как-то там оправдаться. То есть у нее было ощущение, что нападка лично касается ее. И она пыталась вот свой профессионализм отстоять. А потом уже спустя полгода стало вот очевидным, что дело в ней было вообще. Да? То есть увольняли всех с претензиями определенными, да? И она как бы попала в мясорубку в этом. И в силу того, что она такой человек рефлексивный и думала, что причина в ней, она вот этот вот опыт очень глубоко впитала в себя, да, и вот эта ее самооценка, вот уверенность, они, так скажем так, покрылись серой такой паутиной. Вот, и когда мы, собственно говоря, она вспомнила это, да, и мы довернули вот этот вот ущерб ее вот от руководительницы, это все делается, конечно же, не фактически, да, вот прямо тут вот в процессе работы. Она говорит: фу, слушай, прям как-то мне так легко, свободно, и я теперь могу вот искать работу. Теперь я чувствую, что действительно я классный специалист. И она, правда, через месяц отыскала работу новую, замечательную, и вот уже работает. Вторая причина – это токсичное окружение. Что это такое? Это когда вокруг вас есть люди, которые работают на понижение вашей самооценки. Вот у меня была такая клиентка, которая мне рассказывала про свекровь свою. Свекровь, значит, ее дело что? Она подавляла очень в доме, потому что они отдельно жили, да? Она подавляла очень в доме, она устанавливала свои порядки, она смотрела, что в холодильнике, как-то детей кормит, как-то, значит, там вот убирается. То есть очень такое влияние большое. Конечно, оно шло через мужа ее, да? И вот она мне говорит, моя клиентка, что ты знаешь, Таня, я, честно говоря, у меня вообще такое ощущение, я вообще теперь
сомневаюсь во многих про себя вещах. Какая я хозяйка вообще, какая я мать, какая я жена. И когда мы начали с ней разбирать, откуда в ней эти мысли, откуда вот это ощущение, что она как бы не очень компетентна, прямо отчетливо всплыла со свекровь вот с этими, знаете, такая училка с указкой. И она поняла, что, слушай, действительно, это не я так думаю про себя, это мне потихонечку внушается, да, и вот это умение освободиться от токсичного окружения, поставить границы свои, оно позволяет нам уберечь себя. И вот удивительная история, что когда вот эта моя клиентка поговорила с ней, та вначале вообще оскорбилась, обиделась, но потом через определенное время пришла сама, и у них отношения вышли на новый уровень. То есть она встала на ту позицию, где она и должна быть, да. То есть на самом деле, когда нам сложно говорить «нет», защищать себя, да, нам кажется, что сейчас мы что-то скажем такое, да, то нас перестанут любить, мы испортим отношения. Но когда мы на этот шаг идем, мы потом видим, что отношения оздоравливаются и улучшаются. Еще одна вот история, почему у нас бывают сомнения, почему мы бываем не уверены в своих решениях. Я сейчас вот тоже расскажу на одном примере клиентки моей. У нее сложная ситуация в семье, дети уже у них взрослые, ей 45 лет, вот, и с мужем отношения все хуже, вот, и она серьезно задумывается, что же ей делать дальше, вообще оставаться в этих отношениях или вот уходить, тем более, что понимает, что уже у нее возникает какой-то интерес на стороне. Вот. И вот это вот сомнение, кто мой, с кем мне оставаться, да, оставаться ли мне в браке или уходить искать новые отношения, быстро решается, если мы ответим для себя на вопрос, а куда мы идем и что мы хотим, да. Я ей предложила, собственно говоря, такое упражнение сделать, да, представить, да, что она остается в этих отношениях еще лет 5-10, например. Да? Ну вот просто сейчас они каким-то образом идут. Она знает собственного мужа, давно с ним живет. В принципе, тенденцию можно понять и увидеть. Да? Посмотреть, как его вот родители живут, да? Что это будет такое. Вот. И, значит, я говорю, ну что, как там у тебя, что получается? Она говорит, слушай, ну, какой-то прям ужас, говорит. То есть мы точно превратимся в его родителей. Это такие формальные вот официальные отношения, где люди, у них совместный быт, но никаких взаимоотношений, общих интересов, какой-то эмоциональной теплоты нету. Я говорю, хорошо, а как ты в принципе себя идеально видишь там через 10 лет? А мы с ней до этого работали, у нее был вот этот ресурсный образ. Вообще у каждой из нас должен быть ресурсный образ, то есть тот путь и та я, к какому образу я иду, понимаете? Вот как бы какой я хочу быть. Так вот, когда у нас есть ресурсный образ, и мы в курсе его будем простраивать, этот ресурсный образ, гораздо проще понять, хочу я этих отношений или нет. И когда она вспомнила свой ресурсный образ, что она вообще хочет единомышленника, у нее там планы вот большие творческие, да, она понимает, какая она хочет быть, да, что она хочет отдавать в семью, и она сравнила вот с тем образом себя, что с ней будет через 5-10 лет в этих отношениях, она поняла, что нет, она говорит, Таня, это путь просто в смерть для меня, то есть я просто... Это там усталая, больная, какая-то изнеможденная женщина рисуется. Говорит, нет, это точно не я. И она ушла вот из этих отношений. Это было и не очень просто, но сейчас вот она где-то 1,5 года она была одна. Она вот, ну пока там развод это длился, да, пока все это. Но через полгода она вот отыскала новые отношения, как раз те, которые она себе представляла. И прямо она говорит, я, Тань, прям перекрестилась, потому что я ведь могла вот остаться там. Я могла остаться там и через 5-10 лет обнаружить себя в этом, да. И вот когда мы понимаем, куда мы идем, у нас причин для сомнения гораздо меньше, мы легче можем принять верное решение.